И снова здравствуйте. Сегодня я постараюсь быть немногословен. Обзор просили, и даже несмотря на то, что вообще почти ничего нового не скажешь о Боунсе или его музыке, то вот очередные 5 копеек на этот счет. Если не хотите смотреть всю ревьюху дальше, скажу быстро. Альбом понравился больше пары последних его релизов однозначно. Все знают Боунса, кто хоть как-то слышал о хип-хопе, даже несмотря на то, что он до сих пор старается оставаться андеграундным артистом. Его темпы сочинений и выгрузки бесплатной музыки бьют абсолютно все рекорды, как в рамках жанра, так и вообще по меркам современной музыкальной сцены. Плюс, даже за свою немноголетнюю карьеру ютубера мне уже доводилось делать обзоры дважды, что только подтверждает темпы музыкальной активности Боунса. Так вот, если вам нужен дополнительный инсайт касательно Боунса как музыканта и исполнителя, то рекомендую посмотреть обзоры на альбомы Unrented и No Redeeming Qualities, которые вы можете увидеть по ссылочкам ниже. А по факту, что же у нас изменилось с появлением альбома-микстейпа под названием Failure? Повторюсь, мало чего. Кроме некоторых вещей, которые заставляют слушать этот релиз как нечто свежее и незаезженное. В частности, мы можем наблюдать все тот же подход к построению треков, к их компоновке в релизе. Все так же здесь названия треков зачастую написаны так, как будто у Боунса отсутствует клавиша пробел на компьютере. Все так же настроение и некоторое концептуально-стилистическое направление альбома задано заглавным инструментальным треком, в котором откровенным текстом заявляется нам: как бы мне хотелось бы быть как вы, как бы мне хотелось не быть таким неудачником, каким я являюсь сейчас. В частности, ничего нового. Нам не впервые слушать депрессивно-агрессивные месседжи от Боунса. И да, большая часть инструментала все так же состоит из замыленных синтезаторных битов, которые уже стали стандартом для темного клауд-рэпа и его поджанров. Сейчас вот специалисты, подъедут и будут пояснять за всякие трил-фонки и вот это вот все. Тем не менее, слышится, как Боунс все так же пытается выжимать из своего флоу и вокабуляра максимум. Ведь в большинстве треков мы слышим скорее олдскульный рэповый флоу, родом из конца 1990-х годов, вместо этих трэповых триольных читок. И основным примером этому могут служить как начальные треки, так и трек Resurrection. В частности, последний откровенно рвет шаблоны современного рэпового звука, заимствуя дух и структуру олдскульного хип-хопа. И мне очень нравится, что с текстом Боунс работает не так, как будто он это делает под копирку, перерабатывая одни и те же строчки на новый лад. С другой стороны, многим покажется именно так после прослушивания альбома, несмотря на все это. По факту, темы текстов не изменились. Мотивы того, как Sash Team лучше всех, того, как у них все копируют стиль, и то, как они остаются верными себе и своей музыке, не продаваясь при этом лейблом. В частности, именно постепенная модификация форм вербального контента делает музыку Боунса все еще интересной. Так, трек Suppressor рассказывает нам историю о том, как наш маэстрочка едет со своей командой на машине непонятно куда, непонятно где и непонятно зачем. И вдруг откуда ни возьмись выезжает банда гангстеров, которая пытается сначала их обогнать, потом подрезать, а потом вообще расстреливать нахрен. Но у героев трека тоже есть руки и пушки, и они конкурирующую банду выпиливают к херам и едут дальше по пустому шоссе. То есть, такая отсылка к конкуренции в современной хип-хоп сцене очень и очень интересно воспринимается. Особенно принимая во внимание тот факт, что трек сам по себе рассказывает довольно толково цельный и состоявшийся сюжет. Также в треке Deadline, в котором Боунс объясняет нам с вами, как и прочим слушателям, что у него не хватает времени на все, чтобы все успевать и все сделать, поэтому он все пытается сделать быстро и максимально компактно. В принципе, именно этот трек и объясняет, почему большинство треков Боунса зачастую не превышают хронометража 1,5-2 минут. Все очень просто. Треки Боунса были бы длиннее, будь в сутках чуть больше, чем 24 часа. То есть да, ничего абсолютно сверхнового от Боунса вы не услышите. Больше того, для людей, ожидающих от Боунса агрессивных бенгеров типа Rest in Peace из тейпа Useless, этот альбом, скорее всего, также будет не очень ценен, скорее всего. А вот для всех тех остальных, кто уже нырнул в музыку Боунса как в многосерийный аудиосериал, включая меня, этот альбом будет хорошим продолжением аудиоистории одного из самых интересных и, наверное, самых значительных артистов современности. Но
все-таки 3,5 из 5. По понятным всем причинам. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы этот альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и на все остальные соцсети, где вам только угодно. Ссылки к ним вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока.